Всем привет! Добро пожаловать на обзор Nissan Tiida 2013 года выпуска. Стоимость данного автомобиля составляет 655 тысяч рублей. Выражаю благодарность дилерскому центру Nissan Акос Челны за предоставление автомобиля на съемку. Этот обзор будет посвящен детальному осмотру экстерьера и интерьера автомобиля. Также мы откроем капот, багажник, заведем двигатель, послушаем его звучание. Вот такие ключи. Давайте начнем. Также автомобиль оборудован системой доступа без ключа. На данный момент он открыт. Чтобы его закрыть, нажимаете вот на эту черную кнопку один раз, и он будет закрыт. Чтобы его открыть, нужно еще раз нажать на эту кнопку. Это все будет работать при том условии, что ключи непосредственно находятся с вами. Комбинированный салон, велюровые вставки, чтобы завести двигатель, нажимаете на тормоз и поворачиваете вот этот рычаг. Двигатель здесь 1.6, 110 лошадиных сил, трехспицевое рулевое колесо с электроусилителем руля, упоры для больших пальцев. Рулевая колонка регулируется только по высоте, имеет небольшие углы хода. Вставки под темный металл, на самом деле это пластик. Здесь установлен датчик света. Давайте включим фары, противотуманные фары, дальний свет фар, а также аварийную сигнализацию. Со стороны водителя полностью автоматическое стекло. Здесь установлены ветровики. Давайте откроем капот. Дюймовые легкосплавные диски. Размерный шин 185 на 65. Задний спойлер, стоп-сигнал. Задние датчики парковки, молдинги. Галогеновые фары, омыватели фар, декоративная хромированная накладка на фальш-радиаторной решетке, Что касается двигателя, то здесь установлена рядная четверка, 16-клапанная, объемом 1.6, мощностью 110 лошадиных сил. Максимальная скорость автомобиля составляет 170 км в час, динамика разгона от 0 до 100 км в час за 12,6, расход топлива в городском цикле это 10 литров на 100 км, в загородном цикле 5,8. Объем топливного бака составляет 52 литра. Привод передний, передняя подвеска независимая пружинная, задняя полунезависимая пружинная. Тормоза передние дисковые вентилируемые, задние дисковые. Снаряженная масса автомобиля составляет 1214 кг, полная масса 1715 кг. Объем багажного отделения составляет 467 литров. Огромные задние фонари. Сейчас, детально рассмотрев экстерьер автомобиля, давайте перейдем к интерьеру. На широкий угол открываются двери.
Полный электропакет, как я уже упоминал, со стороны водителя. Автоматическое стекло, блокировка стекол, центральный замок, ниша для вещей, тканевые вставки в панели дверей, кожаный подлокотник, регулируемые подголовники. Водительское сиденье имеет механические регулировки, стандартно продольное, по высоте, спинка сиденья. Регулирование угла наклона фар, омыватели фар, электрорегулируемые зеркала с подогревом. А также у зеркал есть электропривод. Ниша для вещей небольшая. Управление аудиосистемой на рулевом колесе. Регулировка звука. Hands-free телефон. Управление бортовым компьютером. Переключение между различными треками, либо между станциями и различные режимы. Давайте послушаем, как звучит двигатель. Бортовой компьютер. Поездка А-Б, температура за бортом, сколько осталось до заправки, сколько вы пробыли в пути, средний расход, средняя скорость, вся необходимая информация для водителя. Парктроник задний, датчик парктроника. Этот автомобиль мексиканской сборки. Вход AUX, USB. Аудиосистема, 4 основные колонки плюс 2 пищалки. Дисплей, ночной режим, дневной режим. CD, MP3 поддерживает. Вход AUX, активация, соответственно, управление телефоном, 6 станций. Основное меню, кнопка назад. Аудио, часы, Bluetooth, язык, управление прокрутки. Автоматический однозонный климат-контроль. Регулировка потока воздуха. Различные зоны. Передний и задний обогрев стекол. Кондиционер. Автоматический режим. Регулировка температуры. Рециркуляция. Автоматическая рециркуляция. 2 удобных подстаканника, которые спрятаны. 4-ступенчатый автомат с овердрайвом. Центральная консоль. Подлокотник отодвигается. Розетка. Подогрев сидений. 2 ступени имеет для водителя и для пассажира. Двигатель на холостых оборотах практически не слышно. Салонное зеркало заднего вида без автозатемнения. Макияжные зеркала с подсветкой. Контейнер для очков. Он обит тканью. Подсветка. Микрофон для hands-free. Здесь установлено 6 подушек безопасности. У автомобиля по-своему высокая посадка. Качество отделочных материалов, качество сборки на добротном уровне. Сейчас я хочу вам продемонстрировать, как звучит аудиосистема.
Очень даже хорошее звучание. Давайте заглушим двигатель и переместимся на задний ряд сидений. Также хочу сказать, что здесь установлен хороший уплотнитель. Сиденья в меру жесткие и в меру мягкие. Задний ряд сидений складывается. Регулируемые подголовники. Задняя шторка здесь разместилась, пока мы ее сюда убрали. Подсветка. Центральный подлокотник с подстаканниками. Второй ряд сидений, он регулируется. И при моем росте в 188 сантиметров, учитывая тот факт, что я сел сам за собой, над ногами еще есть место, над головой достаточно. Полноразмерное запасное колесо, домкратные инструменты, подсветка, довольно вместительное багажное отделение. Также вы можете отключить подушку безопасности переднего пассажира, на тот случай, если вы хотите посадить ребенка в детском удерживающем кресле на переднее сиденье. Такие же механические регулировки, за исключением регулировки по высоте, имеет пассажирское сиденье. Просторный бардачок. Просторный автомобиль с немного скучным интерьером, но тем не менее. На этом обзор Nissan Tiida 2013 года выпуска завершен. Я надеюсь, вам понравилось. Подписывайтесь на мой канал. Всем удачи, берегите себя, всем хорошего настроения и увидимся в следующий раз.